Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на третью декаду декабря для знака зодиака Рак. Мы коротко посмотрим по всем сферам жизни, что вас ожидает, раки, с 21 по 31 декабря. Всех представителей знака зодиака Рак я поздравляю с наступающим Новым годом. Я желаю вам любви, здоровья, самое главное, да, удачи, чтобы реализовались все ваши мечты, желания, намерения в следующем году. Раки, третья декада декабря. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. И что вас ждет в конце этих 10 дней, ближе уже к Новому году? Совет или предупреждение от Таро. Давайте еще посмотрим Ленорман. Сюрприз, неожиданность, раки, третья декада декабря. Или на чем-то Ленорман хочет сделать вам акцент. Смотрите, как сюрприз, неожиданность. Да, тут для мужчин предупреждение, может открыться какая-то ваша тайна. То есть пойдут какие-то сплетни. Вы знаете, как птичка на хвосте новость принесла. То есть если вы что-то скрываете, то скрывайте более тщательно. Также здесь может быть очень много для мужчин, очень много коммуникаций. Вот перед Новым годом какие-то звонки, переписка. Или у вас работа может быть связана с коммуникациями. То есть может еще карта показывать, что вот будете ощущать нехватку времени. Очень много суеты, но вот может быть предпраздничный. Или здесь еще, знаете, вот по книге и суета, да, может быть какие-то тайные подарки для своих любимых, но будете их тщательно скрывать. Потому что совет, карта говорит, дарите сами подарки, ну и получайте. Хорошо. В начале этих 10 дней тут у вас какие-то сомнения, колебания по поводу, может быть, какого-то выбора. Здесь вам надо или принять решение, но что-то вас смущает, или реально что-то выбрать. Тут всегда карта говорит, слушайте свою интуицию. Если вам трудно этот выбор сделать и время еще терпит, то, знаете, как утро вечером мудренее. Может быть, вот, например, 21 числа вы стоите перед выбором, или в чем-то сомневаетесь, колеблетесь, ночь переспали, и утром у вас появляется ясность в этом вопросе. Давайте вам совет здесь посмотрим. Тут еще может быть по поводу вот подарков. Выбираете, что купить, но есть какие-то сомнения. Давайте посмотрим. Да, кого-то порадовать чем-то. Тут еще может быть и порадовать себя. Еще, знаете, выбор, где хорошо провести время. Может быть, вот какие-то предложения есть. Где-то отметить дома или сходить в гости, или, может быть, даже куда-то съездить. Но пока вот вы здесь сомневаетесь. Ну, что-то связано или с хорошо проведенным временем, или с какими-то покупками. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, семерка. Но для кого-то из женщин может быть известие о беременности, или вы уже вот вынашиваете дитя. Также это какая-то ситуация, которая очень долго длится. Конечно, для женщин может быть здесь ожидание, да, вот, получения руки и сердца. Тут, если вы ждете, когда наконец-то мужчина созреет, карта говорит, постарайтесь на него не давить, ждите. Тут, как этот виноград, мужчина должен быть готов сам. А то он может подумать, что вы на него давите. Давайте посмотрим, что вы тут ждете. Может быть, кто-то ждет прибыли какой-то. Так, сейчас давайте посмотрим. Ой, ну тут у кого-то беременность, да. Туз
Ну, смотрите, туз — это исполнение желания, связано с любовью. Я уже тут практически перечислила. Какое у вас желание? Забеременеть? Родить? Да. Если получить предложение руки и сердца, да. Здесь еще, может быть, была какая-то ссора, вот вы сомневаетесь, помиритесь вы, нет. Да, здесь карта говорит, есть шанс на примирение. Кто-то, может быть, под Новый год получит колечко на пальчик. Ну, любая ситуация, которую вы долго ждали, здесь может исполниться. Может быть, у кого-то решается вопрос, например, с переездом. Или вот здесь вот получение наследства, ну и опять же решение вопросов с жильем. Да, может быть, вот деньги вы какие-то ждали, одобрение ипотеки, или вам кто-то помощь обещал, вот шестерка, да, вот что-то вам тут одобрят или подарят. А вот для тех, кто в поиске, тут ограничения. Может быть, это самоограничение. Иногда, знаете, еще карта показывает, вот для мужчин, например, вы сейчас занимаетесь, может быть, получением каких-то новых знаний, чему-то учитесь или постигаете азы какого-то мастерства. Это, знаете, вот по восьмерке ограничивать себя в личной жизни, это ставить какие-то карьерные амбициозные планы. Может быть, у вас есть сейчас какой-то проект или цель, к которой вы идете. Давайте мы посмотрим, в чем здесь ограничения. Да, вы чему-то учитесь. Но тут, может быть, кто-то занимается и духовным ростом, но это иерофант — это всегда обучение. Может быть, еще по иерофанту вы не спешите с выбором партнера или партнерши. Я думаю, скорее всего, здесь самоограничение. Ну, мы опять же смотрим 10 дней, может быть, у вас сейчас какие-то совсем другие цели. Хорошо, работа, бизнес, король мечей. Здесь еще в деньгах у вас император. Кто-то из раков может занять мужчины хорошее положение. Может быть, это какой-то руководящий пост, это могут быть властные структуры или император и король мечей. Это может быть люди, которые носят форму, оружие. Также карта может говорить о хорошо организованном бизнесе. Может быть, вы тут прорабатываете какую-то стратегию. Также это могут быть заключения договоров, каких-то крупных контрактов. Или здесь, знаете, может быть по работе, по бизнесу столкновение с госструктурами. Может быть, вам нужно будет обращаться в какие-то организации по поводу работы бизнеса. Это, знаете, может быть налоговые, какие-то проверяющие. Вот что-то доказывать, с кем-то спорить. Вот коммуникации, как я говорила, есть вот что-то по книге или какой-то ваш проект. Может быть, еще, знаете, вот для мужчин раков, может быть, вам нужен партнер, вот партнерство. Вы работаете над каким-то проектом, здесь не обязательно человек будет участвовать. Может быть, вот поддержка вот от какого-то специалиста. Это или еще может быть человек, который старше вас или занимает высокое положение. У кого-то, может быть, какие-то судебные дела. Может быть, вам, король мечей, нужен будет, например, адвокат или какой-то аналитик. Или еще вот здесь вот карты говорят о борьбе за власть, за продвижение по карьере, чтобы занять какое-то стабильное положение. Потому что вот здесь в конце, ближе к Новому году, здесь какая-то борьба, может быть, борьба с конкурентами. Или вот нужно будет куда-то ездить, как я говорила. Ну, не знаю, придут какие-то налоговые бумаги, как бы вы понимаете, что вы все заплатили, и вам нужно будет вот доказать. Давайте посмотрим. Да, ну, может быть, что-то связано с вашей финансовой стабильностью. То есть, как бы вот этот король мечей вас как ограничивает, да? Вот здесь у кого-то даже может быть, знаете, как угроза вашей стабильности на работе. Так, сейчас еще одну, подождите. Я бы вот по этим двум картам сказала бы, да, у кого-то прям... Вот по этим двум я бы сказала, у кого-то здесь даже грозит, может, какое-то тюремное заключение. Но мы на работу смотрим. Здесь вот какие-то ограничения идут то ли от начальника, то ли от властных структур. Да, десятка мечей — это может быть уход с работы.
Или вот какие-то, знаете, наложат какие-то штрафы, что ли, на ваши счета, например. Что-то здесь не очень приятное. Тут вам карта советует обратиться к кому-то за помощью. Может быть, проконсультироваться с юристом, или, если это судебные дела и что-то у вас тут оштрафуют или закроют, вот нужно будет проконсультироваться, чтобы понять, как вам действовать. Кто-то может потерять работу, а может быть, вы и сами уйдете. Вот для тех, кто в поиске колесо фортуны, да, здесь это нахождение работы, это вот счастливый случай. Вот мы как начинали с начала этих 10 дней, вот у вас тут какой-то выбор. Карта может показывать, что вы работаете, да, работа стабильная. Ну, тут как вот, как в тюрьме сидит человек. То есть тут нет движения, нет никаких перспектив. А здесь вам могут предложить новую работу. Или вам предложат, например, присоединиться к какому-то проекту. Это не обязательно работа на кого-то, может быть, это самозанятость или работа на себя, или вот с кем-то в паре. Вот вы здесь и будете думать, что делать. Ну, скорее всего, вы примете решение уйти с этой работы, потому что вот от этого предложения отказываться нельзя. Или, может быть, вы работали на кого-то, а вам предлагают помощь финансовую. Вот эту. И вы этой помощью воспользуетесь. Потому что в деньгах здесь ложится император. Конечно, это может быть и помощь какая-то от государства для кого-то, может быть, какие-то выплаты перед Новым годом, для кого-то может быть премия. Но в любом случае здесь какое-то приятное финансовое поступление вот от госструктур, или вы здесь получаете помощь вот от такого императора. Может быть, даже это произойдет ближе к Новому году. Пока вы сомневаетесь. Но смотрите, вот пятерка, может быть, это борьба еще с собой. Вот уходить, не уходить, да, вот как-то может быть страшно. Но вот колесо фортуны всегда говорит об удаче. Может быть, для тех, кто в поиске, это даже не найти работу, а как-то одноразово заработать. Знаете, может получить какой-то заказ неофициальный и выполнить его, и сорвать свой куш. Или вот здесь вам предлагают работу, вы в поиске, у вас тут какие-то сомнения. Но вот эти две карты говорят об удачном случае. Найти работу. Может быть, даже какой-то протеже. Или еще колесо фортуны может говорить о каком-то проекте, который вы давно ждали. Для кого-то, может быть, даже это переезд. Уезд в какой-то, может быть, другой город или другую страну. Потому что иногда эти карты показывают о дороге. А в деньгах у вас император, ну, карта показывает что стабильное положение. Если мне женщины смотрят, скорее всего, здесь идет помощь или от отца, или от супруга. Ну, или вот эти выплаты, про которые я говорила. Давайте посмотрим пятерку, что здесь. Тут может быть, конечно, вот эта предновогодняя суета, покупки, побеги по магазинам, закупаться к праздничному столу, вот подарки покупать. Ну, давайте посмотрим. Или здесь какая-то борьба. Нет, ну это тут подготовка к празднику, да. У кого-то, может быть, перед Новым годом реально решится вопрос с недвижимостью. Вот у нас эта девятка перешла в десятку. А в совет карта говорит, вкладывайтесь в недвижимость, в свой бизнес, покупайте подарки, дарите, сами получайте. И вообще вот шестерка — это карта равновесия. Если вас приглашают в какой-то проект, может быть, просто помочь вот по колесу фортуны, можете заработать. А если вас приглашают вложиться во что-то, то карта говорит, вот эти вложения обязательно окупятся. Хорошо, давайте посмотрим для вас совет. Раки. Совет от Яканского оракула для вас. 3 декада декабря. Так, это портал, он перевернутый сейчас.
Дверь перед вами закрыта на время или навсегда. Не пытайтесь проложить себе путь силой. Лучше поищите более легкий путь. Такой вам совет. Ну, давайте еще мы для вас посмотрим маятник. Если есть у вас какая-то заветная мечта, давайте посмотрим, исполнится ли она в эти 10 дней. Маятник, ответь, пожалуйста, раком. Исполнится ли их мечта в 3-ю декаду декабря? Да, маятник ответил «да», но вот видите, как он долго раскачивался. То есть тут будет зависеть вот двойка мечей от принятого вами решения. То есть, ну, убирайте сомнения, колебания, да, уже делаете какой-то выбор. Ну, в принципе, маятник сказал «да», и желание ваше исполнится. Такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Еще раз с наступающим Новым годом. Всего хорошего.